Всем привет. Доброе, уже не совсем утро, скоро полдень. Но все равно всем доброе утро. Присоединяйтесь к эфиру. Пообщаемся с утра пораньше. Зарядимся позитивными эмоциями. Получим вздрючку, если кому надо. Если кому волшебный пендель, тоже обращайтесь. Если кому слова поддержки, тоже говорите. В общем, стол заказов психологических открыт. Всем привет, 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 привет. Расскажу немножко, как началось мое утро. Проснулся я рано, часов 6, наверное. От того, что рядом со мной почмокивало маленькое чудо, мой сыночек, который кушал. Вчера ему исполнилось 2 недельки. После этого я решил его покормить. Докормить. Соответственно, не грудью, а немножко мы его подкармливаем еще смесью. Так врач сказал. Молочко мамино и смесь. А потом мы с ним лежали, обнимались. А потом я пришел сюда, в кабинетик свой, где еще не закончена всякая ремонтная часть. Книжки еще не разложил на полке все. Там лежат небольшое количество, а здесь пусто. Надо из коробок доставать все. Так что привет из Тирасполя. И в Тирасполе привет. Хотел бы я там побывать, конечно. Давно уже не был на родине своей. Не выходит парень из головы. Все равно мыслями о нем. Такое часто бывает. Здесь же, знаете, как... Это одна из самых таких проблем существенных людей, и мужчин, и женщин, которые, не имея внутренней опоры, обнаруживают эту опору рядом с другим человеком. И когда происходит расставание, естественно, в полной мере ощущается отсутствующая опора, потому что ее перенесли на другого человека. И здесь, конечно же, нужно пойти в и практике самопомощи, которые, Павел, привет, дорогой, и в практике самопомощи, и обратиться к специалисту, если вы самостоятельно не можете этого. Объясню почему. Чем длительнее период горевания, если он неосознанный, неконтролируемый, если вы не управляете этим периодом, не взаимодействуете с ним, это может перерасти уже в достаточно серьезную зависимость, страдать. Если это происходит, дальше терапия требует более длительного времени. И возможно, скатиться даже в состояние депрессивное. Вы знаете прекрасно, как у нас многие специалисты любят справляться с депрессией. Напичкают человека таблетками, сделают из него такой кабачок, овощ. И все, до свидания. И вместо того, чтобы оказать ему помощь, привести в порядок его психику, просто-напросто каким-то образом купируют проявление депрессивного состояния, блокируют его, делают это абсолютно безграмотно, чем приносит еще больше вред человеку, который столкнулся с такой проблемой. Полтора месяца назад родила. Муж собирается на свадьбу к другу. Это нормально? Смотрите, все зависит от того, какие у вас отношения. Какие отношения. И все зависит от того, что это за друг еще. К большому сожалению, многие люди считают, что с момента появления ребенка в семье, безусловно, происходят перемены. Безусловно, начинается период адаптации, совершенно новый, в котором оба партнера, и мужчина, и женщина, должны найти
такие зрелые точки соприкосновения. Первое. Не потерять и не забыть о том, что они в первую очередь муж и жена, мужчина и женщина, а потом уже родители. Понять и осознать, что период рождения ребенка требует, естественно, особого внимания не только к самому ребенку, но к той же женщине, потому что она проживает достаточно сложный восстановительный период. При этом не нужно забывать о том, что и для мужчины рождение ребенка – это не сквозняк из форточки. Это тоже определенная адаптация, это тоже определенный стресс, это тоже определенное новое мировосприятие. И да, безусловно, женщина берет на себя большую часть нагрузки, я имею в виду физической, эмоциональной, психологической, выносить ребенка, родить его, уйти в период восстановления, признать, понять и принять, что ты уже мама, что немножко изменилась жизнь. Но и там необходима поддержка и помощь. И мужчине, и женщине. Не надо там мужчину гладить по головке, не нужно его сюси-пуси, ты мой котеночек и так далее, их сисечки прикладывать. Нет. Но если вы понимаете, что дружба мужчины с его другом, вашего мужчины, действительно очень важна и нужна, и от того, что он поедет туда, съездит на пару часов, мне кажется, ничего не случится. Я могу сказать, мы из роддома забрали нашего сыночка, и я также буквально через несколько дней, даже на следующий день, поехал к своему брату на день рождения. Посидел пару часов и приехал домой. Не превращайте появление ребенка в трагедию. Не надо этого делать. Это абсолютно хорошее, праздничное состояние. Я считаю себя очень красивой и желанной женщиной. Мой муж меня редко брал. Тогда я была не уверена в себе. Теперь я стала себя любить, ухаживать, переделать время для себя. И мне не хочется большего. Да, тут много тебе распальчан, я смотрю. Мне часто пишут. Я, кстати, хотел отправить книги в Тирасполь свои, но что-то не получается пока. Так. Встречаемся. Мужчина может пропадать на пару дней, потом приходит, как ни в чем не бывало, оправдывая свое поведение личной истерикой. Ну, смотрите, понятно, что, еще раз повторюсь, мы не можем давать обобщенную оценку всем людям, и мужчинам, и женщинам. Люди по-разному проживают отношения. Я расскажу вам одну историю. Один молодой человек пытался жениться на своей любимой женщине 3 раза. Первый раз, когда в ЗАГСе он сбежал и исчез, никто не понял, что произошло, и он так и не появился. Он убежал, и его нашли через несколько дней. В состоянии не совсем трезвом. Вот. Пошел к психотерапевту. Начал там проходить терапию. Вроде бы помогло, но во второй раз опять сбежал. Слезно просил на коленях отца, всех родственников простить его. У жены будущей просил прощения. И попросил как-то его держать, чтобы он больше не убежал. Закончилось все тем, что он упал в обморок в ЗАГСе во время, когда их объявляли мужем и женой. При этом папа, младший брат этой женщины, девушки, и еще несколько крепких молодых людей стояли по периметру, чтобы этот говнюк вновь не сбежал из ЗАГСа. Сбегал он оттуда не потому, что он ее не любит, и не потому, что он там разлюбил ее, и не потому, что он тряпка. Да, вот видите, сразу у всех разные абсолютно комментарии и мнения. Не тряпка, для него это стресс. Почему так с ним происходило? Это уже отдельная история. Но мир психотерапии, я могу сказать, что на моей практике были такие истории, что если начать писать об этом книгу,
то люди, которые будут ее читать, просто не будут понимать, что происходит с этим миром. Не будут понимать. В третий раз, в общем, он не убежал, естественно, еще раз, потерял сознание. Поэтому для каждого человека отношения, близкие отношения, они имеют свою определенную структуру. То есть для кого-то это вполне естественно. Кто-то начинает теряться, пугаться, вести себя неадекватно. И сейчас у людей все хорошо, и дети есть, и счастливы, и живут. Поэтому как-то так. Как сепарироваться от матери? Живу отдельно, каждый день пишет, постоянно должна решать ее проблемы бытовые. Вот в том-то все и дело. Сепарация детей и родителей – это, безусловно, очень болезненно, потому что для многих выросших детей мама – это некий камертон ее успеха, ее становления, ее самооценки, ее карьеры, красоты, сексуальности. И огромное количество женщин, взрослых, портят жизнь своим выросшим дочерям. Причем не то, что портят. Таких женщин, конечно, с одной стороны можно понять, а с другой стороны нельзя понять. Потому что присутствуют же определенные границы между людьми, между мамами и детьми, между детьми и мамой, например. А когда мама идет в такое нарушение границ, это уже история про психологическую незрелость. И многие дети соглашаются молча терпеть насилие со стороны своей мамы только потому, что это мама. Но мама – это человек, который любит. Если не любит, то хотя бы уважает. Дает возможность взрослой личности адаптироваться в мире и проявить себя. Если же мама уничтожает своего ребенка, это уже такая не мама. Не мама. Вопрос сепарации не может быть рассмотрен в течение 5 минут. Не может. У меня, кстати, на программе «Я женщина» будет на этой неделе, на следующей неделе тема сепарации от родителей, от их установок и не только. Рыдают все, плачут. Тема действительно, нужно отпустить от себя очень многие состояния, повзрослеть резко. Это болезненно. Это болезненно все. Вот. Я еще об этом буду рассказывать на бесплатной программе своей с понедельника. У меня в понедельник стартует программа. Я такая одна, удобная или уникальная. Я вам могу сказать, что эту программу уже прослушала и просмотрела более 1 миллиона женщин. Вы можете себе представить? За 4 года. Более миллиона. Это это прям внушительная цифра. И почему программа пользуется спросом таким? Потому что является очень хорошим диагностическим инструментом, за счет которого вы можете в течение 5 дней определить свое состояние и дальше решать, что вам делать. Идти, например, в дальнейшую работу со мной и помогать себе, либо пойти к другому психологу. Но просмотрите программу, прослушайте, конспектируйте все. Это очень полезно. Ссылка у меня в шапке профиля есть. Переходите по ней. Марк Бартон, психолог, телеведущий. Там есть ссылочка. Нажимаете, выбираете программу и регистрируйтесь. Так, Денис пишет. После каждой ссоры моя жена говорит, что хочет закончить отношения. И так постоянно. Это инструмент психологической защиты. Механизм психологической защиты. Это, Денис. Есть люди, которые во время ссоры, например, говорят, все, разворачиваются и уходят. Есть, которые говорят, уходи. Люди по-разному себя ведут в стрессе. По-разному. Как выгнать бывшего мужа из дома? Развелись, он не уходит. Говорит, и тут прописано. Это вам нужно с юристами, адвокатами консультироваться.
Так, 20 лет брака. Общается, знакомится с девушками в общественных местах, даже при мне. Типа невинно. Не могу доверять, понимая, что может быть, когда меня нет. Дима, привет, дорогой. Привет. Ну, что я могу сказать? Муж у вас, конечно, немножко с кукушкой не дружит своей, если он делает это в присутствии вашем. Тут уже вариантов немного. Вариантов немного. Либо терпеть дальше, либо не терпеть. Я больше не хочу замуж. 2 года назад развелась. Смотрю на мужчину, они странные. Со мной что-то не так. Ирина, возможно, вот смотрите, часто так бывает, когда женщина, прожившая не совсем удачный опыт отношений, формирует такой психологический тоннель. То есть надевает на себя очки психологические, которые замечают исключительно мужчин, в которых нужно разочаровываться. И если надеть другие очки, которые направлены на то, чтобы вы видели и замечали мужчин успешных, то вы будете счастливы. Но так как у вас уже пострадала часть психики вашей, есть такой опыт, то, безусловно, сейчас вам намного безопаснее просто разочаровываться в мужчинах. С этим можно справиться, если вы хотите. Я про это тоже буду на бесплатной программе подробно рассказывать. Так. Если дочь сепарировалась и совсем наплевала на мать, это норма? Ну, совсем наплевала на мать. Вот смотрите, сепарация – это зрелая позиция женщины рядом со своей мамой. Понимаете? Еще раз, это зрелая позиция женщины рядом со своей мамой. Либо с папой. Если сепарация подразумевает игнорирование, дистанцию, в которой женщина наказывает свою маму молчанием, это все не про сепарацию, она не пройдена. Это можно отнести к манипуляции, то, что постоянно заканчивает отношения, но по итогу не заканчивает. Ну, смотрите, в какой-то степени можно, да, отнести к манипуляции, но, еще раз повторюсь, как мне кажется, это более... Первое, это механизм психологической защиты, а уже как результат механизма психологической защиты манипулятивное такое состояние, манипулятивная составляющая. Так, с чего начать общение с мужчиной после долгого перерыва? Присутствует страх и разочарование, хотя еще не было даже встречи. Яна спрашивает. Ну, волнение это у всех присутствует. Это нормальная история. Это нормальная история. Поволнуйтесь, разрешите себе волноваться. Разрешите себе переживать. Разрешите себе беспокоиться. В этом есть прелесть начала и знакомства и с мужчиной, и с женщиной. Все переживают. Все немножко волнуются. Это нормально. Это говорит о том, что вы абсолютно витальный человек, то есть живой. Человек, который способен чувствовать. Здравствуйте, Марк. Подскажите, в отношениях вел себя как Митя, потому что боялся потерять. Как мне себя повести? Так, ну тут надо побольше информации, Аксель. Вот, в чем вы там проявлялись, чем обижали женщину. А что делать, если психолог абьюзер? Я вам больше скажу. Вы знаете, сколько психологов-абьюзеров, психотерапевтов-абьюзеров? Причем эти люди даже в Инстаграм есть. И мне приходилось работать с их близкими людьми. Самовлюбленные нарциссы, психологи, среди психологов, самовлюбленные, даже не нарциссы, а
с нарциссическим расстройством. Ты, например, да? Иванов спрашивает. Иванов, ну если ты долбоеб и задаешь долбоебские вопросы, то тогда не задавай их, если ты не хочешь нарваться на обратную связь. А если ты хочешь убедиться, абьюзер я или нет, именно по отношению к тебе, у тебя может появиться такая возможность. Ты, например. Вот все про тебя. Ну, конечно, конечно. Если ты, дебил, задаешь такие вопросы, как с тобой можно быть другим? Только таким. Как дружить с подругой, которая мне устраивает истерики, если я не делаю, как она хочет? Ну, это токсичная подруга. Это токсичная подруга. И таких подруг много. Как уйти от абьюзера, не разозлив его? Угрожать. Абьюзеры всегда будут угрожать, когда вы будете уходить. Когда женщина пытается уйти от абьюзера, начинаются угрозы, истерики, слезы, сопли. Он плачет, он рыдает, потом он пугает. Потом говорит, я тебя уничтожу. Потом говорит, ты будешь только моей. Потом он говорит, чтоб ты сдохла. А потом кричит, ой, прости, пожалуйста, я просто не знаю, как тебя остановить, не уходи. Я все понял, осознал. Идем к психологу, идем к Бартону сходим. Ладно, ладно, он нормальный, я просто сам не понимаю, что со мной происходит. А потом он говорит, я тебе жизни не дам. Потом он кричит, что он с собой там что-то сделает. Невозможно от абьюзера уйти с каким-то легким настроением. Невозможно. И вообще, что вас должно это беспокоить? Зачем его там не разозлить? Пусть злится. Мужчина не умеет разговаривать. Я рассказываю о своих переживаниях и страхах. Он не успокаивает. Может быть, он не может успокоить. Он не понимает, что сейчас это нужно. Поэтому, когда вы чем-то делитесь, подводите итог после того, чем вы поделились. Скажите, обними меня, ты можешь меня поддержать. Успокой меня как-то. Скажи мне какие-нибудь слова. Об этом нужно просить. Это нормально. Не всегда мужчина может догадаться. Многие мужчины боятся женских слез. Не знают, как себя вести рядом с женщиной, которая переживает. Вообще не понимают, как это делать. Поэтому, если вам нужна поддержка, нужно об этом говорить. Делитесь, поддержи меня, ты мне сейчас нужен, обними меня, прижми меня к себе. Успокой меня как-то. То есть мужчине нужна конкретная цель. Так. Как правильно себя вести, если знаю о любовнице? Ну, как правильно? А что для вас правильно? Что для вас правильно, скажите? Марк. Фрейд писал, что психоанализ не создает перенос, а лишь обнаруживает его. Я сейчас в эротическом переносе на психоаналитика. Почему вы считаете, что надо уходить от аналитика? Поясните, пожалуйста. Ну, то, что Фрейд писал 100 лет назад, это прекрасно. Это прекрасно. И многое из того, что он писал, тоже прекрасно. А многое не прекрасно. Если вы говорите про эротический перенос на своего терапевта, вот давайте просто представим. Вы идете и наступаете в лужу. И рассуждаете, стоя в этой луже. Я в нее наступила, потому что я невнимательная. Ведь сегодня по прогнозу погоды не должно было быть дождя. Но он начался, и метеослужбы ошиблись.
согласно утверждениям метеослужбы, дождь должен быть кратковременным, и лужа не должна была образоваться. Но я в ней стою, сука, и мокну. Может быть, мне отойти в сторонку? О, нет, там еще одна лужа. Ерунда какая-то. Если вы попали в эротический перенос рядом со своим психотерапевтом, каждое посещение этого человека – это определенная провокация, определенный стресс и дополнительный повод углубиться еще в какие-то состояния свои. От того, что вы вот это рассуждаете, Фрейда цитируете, не цитируете, а ссылаетесь на Фрейда. Где там какие переносы обнаруживаются и не обнаруживаются. Вам от этого легче становится или не легче? Иванов, 4019. Выходи со мной в прямой эфир. Давай с тобой пообщаемся. Запрос кидай мне в трансляцию. Сидишь там умничаешь. Так. Узнала, что бывший муж общался со своей бывшей девушкой. Расстались из-за этого. После чего они сошлись. Ищу причины в себе. Страдаю от предательства. Как отпустить? Перестать воспринимать это как предательство. Вот и все. Еще раз повторить. Когда мы воспринимаем выбор другого человека как предательство, нам плохо. Когда мы воспринимаем выбор другого человека как выбор другого человека, нам становится проще воспринимать это. Представьте себе, если бы в магазине на витрине с колбасой стоял главный технолог, который разрабатывает колбасу. И каждый раз, когда кто-то покупает другую вареную колбаску, он бы начинал лить слезы. Это выбор. И он имеет право быть с тем, с кем он хочет. И дело не в вас, а дело в его выборе. Вот, как-то так. Мне предлагает отношения мужчина, но я в любовницах у другого. Да еще родила ребенка. Вообще меня замкнутый круг. Видите, как все бывает в жизни у женщины, которые не любят себя. Вам мужчина предлагает отношения, а вы уже не можете, потому что вы любовница. Ну, если вам этот мужчина нравится, если вы хотите быть вместе, пошел в жопу этот любовник, который не может никак определиться, что ему надо от вас. И все. И все. Так, сейчас. Как после неудачных отношений начать новые счастливые отношения? Как не нарваться на абьюзера? После неудачных отношений не надо идти в новые отношения, пока вы не поработали над собой, пока вы не привели в порядок свою психику. Еще раз говорю, от полугода до года пауза. Что это время делать? Идти в работу над собой. Психология, психотерапия, работа над установками, над своей зрелостью, над границами личного пространства, над внутренней опорой, базовой безопасностью, над ролевыми установками жертвы, агрессора, спасателя. Вот с этим нужно работать, для того, чтобы вновь не вляпаться в такие же отношения. И мы начинаем это с понедельника. В понедельник у нас бесплатная программа стартует, ссылка у меня в шапке профиля. Так. Парень очень хотел детей, забеременел, а теперь слышу, что он не видит возможности переехать в мой город. Ссоримся. И он говорит, что не хочет
согласиться на беременность от парня, который сам не знает, чего хочет. Раз. Это значит быть наивной. Это значит, что пора взрослеть, моя дорогая. Что нужно оставить своего парня в покое, прекратить надоедать ему, а пойти в взросление. А не, вот я в 200, сколько раз, вот одно и то же, правда, одно и то же, и вы пишете, и в личные сообщения, одно и то же. Парень сказал, что хочет от меня детей, но потом я родила, он от меня ушел, а я родила, вот, забеременела, он начал мне говорить, может, давай сделаем аборт. Парень – это персонаж, непригодный для взаимоотношений. Запомните раз и навсегда. Еще не так давно в истории человечества парень вообще не имел права создавать семью. Парень мог подрочить, пойти погулять по ветру, порвать одуванчики, посидеть на пеньке, половить рыбку. Парень – это крестьянин, который раньше работал в поле, помогал людям, у которых уже есть деньги по хозяйству. А женщины выходили, девушки выходили замуж. За кого? За состоявшихся людей, которые обладали каким-то мастерством. Я не говорю, что они должны быть супербогатыми. Понимаете? Женщина должна строить отношения с мужчиной, который может обеспечить себя в первую очередь. После этого он дает понимание, понимает и осознает, что в любом случае женщина забеременела, ушла в декретный отпуск, роды и так далее, все равно ответственность на нас ложится финансово. Сможет он это или нет? Нет, вы идете и ложитесь в постель к этим дебилам недозревшим. Простите меня за это. Я понимаю, что меня смотрят и молодые парни. И я когда-то был молодым парнем. И мне тоже хотелось с девочками там потусить. Безусловно, это все прекрасно. Секс юношеский, гуляние. Понимаете? И рассуждение. Дитё детем, он уже рассуждает о мире, о вселенной. Никакого, сука, жизненного опыта. Ходит еще на проезд, собирает по карманам, шныряет у себя. Думает, где побыстрее денег найти легких. И при этом он женщине говорит, я хочу от себя детей. Да сам ребенок еще. Сам ребенок. Парень очень часто в ВК добавляет девушек, потому что знает, что он Катерина, Карина. Ну вот еще. Парень девушек добавляет. На то он и парень, чтобы добавлять девушек, машинки, пистолетики, игрушки разные. Когда он станет мужчиной, он будет добавлять в записную книжку свою дела, цели, планировать. А может быть и не будет, может он всю жизнь таким будет. Вы же видите, с кем вы начинаете общение, правда? Чего вы жалуетесь тогда? Марк, муж ставит на первое место маму. Меня сажает назад, а ее вперед. Как объяснить, что это неверный поступок по отношению ко мне? Вы никак не объясните это. Никак. У каждого мужчины свои взаимоотношения с мамой. И опять же таки, здесь вопрос сепарации. Если он воспитывался в семье и в отношениях с мамой присутствовали определенные манипулятивные приемы, сознательные, бессознательные, со стороны мамы. Если она воспитала в нем вот такую личность, не способную сепарироваться, вы ничего не сделаете с этим. Вы либо принимаете его таким, какой он есть, либо нет. Все. Парень бросил, потому что истеричка. Вроде хочет вернуться, но еще думает. Хотя говорит, что любит. Как сделать, чтобы точно захотел? Не знаю. Говорит, что любит, но ничего не делает. Каждый раз приходит, пьет пиво и играет в компьютер. Да.
Классно же ему, правда? Пиваса накатил, в компьютер поиграл, сексом позанимались. Я тебя люблю. Да. Так. Сейчас. Очень... Что тут? Мы расстались с молодым человеком из-за моей ревности. Но мы опять сошлись. Сейчас я не ревную. Но мой молодой человек демонстративно провоцирует меня на ревность. Но видите, вы переходите от позиции невротического восприятия отношений. А он не хочет. Он не хочет. Почему? Потому что для него, возможно, та прошлая девушка, которая ревновала, помогала ему убедиться в своей значимости. Что если меня ревнуют, значит я значим. А сейчас вы не ревнуете, он не чувствует своей значимости. И начинает опять провоцировать вас на ревность. Все просто. Угу. Марк, у вас бывает выгорание от всего этого? Что тут происходит? Нет. Выгорания не бывает. Я объясню почему. Вы же видите, что я... Вот там были выше комментарии, писали девушки, ну что, психолог, а нервничает и туда-сюда. Вот люди, которые в моей профессии часто сталкиваются с выгоранием, они как блаженные сидят, знаете, там во всякую херню вот пишут, говорят что-то. Он взаимодействует, это же взаимообмен идет энергией. Моей с вами, вашей со мной. И они такие все с пониманием относятся. Я же психолог, как я могу позволить себе выругаться матом? Или кого-то осадить, или кому-то сделать замечание. И все, они не проживают эмоции, которые у них возникают. Не проживают сигналов гормональной системы. Я так тоже раньше делал, когда только начинал свою работу в качестве психолога. Потом в какой-то момент я понял, что это абсолютно не про меня история. Мне не нужны никакие выгорания. Поэтому, если надо, сука, я скажу, сука, блядь. Если надо нервничать, если надо послать кого-то, я пошлю. Зато потом, я всегда в ресурсе. Понимаете? Поэтому позвольте себе быть настоящими. Не надо. Когда мы блокируем эмоции свои, вот потом начинается выгорание. Муж бьет, и она терпит. В полицию иди. Наказать его нужно. Все правильно пишете, да. Начали жить с мужчиной вместе. Неделю все было хорошо, а потом он начал позволять себе из-за херни материться на меня. И все ему не так прибираюсь, не так готовлю. Почему так? Не Куся, потому что вы попали в отношения с не готовым к отношениям мужчиной. Он оценивает отношения с вами сквозь действия быта. Не так стираешь, не так убираешь, не так прибралась. Вы же, вот вам уже первые звоночки. Первые звоночки. Вам человек сообщает. Смотри, родная моя. Ты немножко оступилась и пошла не по тому пути. Ты выбрала себе мужчину немножко больноватого. Не способного ни на что. Но дальше тебя, моя хорошая, ждет еще больше сюрпризов. А особенно если ты забеременеешь и родишь, ты будешь засыпать в одиночестве. А я буду шляться хер знает где. Но ты относись к этому с пониманием, моя хорошая. Ну, потому что ты же выбрала сожительство со мной. И на первых порах, уже прямо через 2 недели, я тебе показываю, что я дебил. Но ты не хочешь этого видеть. Ты даже не замечаешь этого. Я вам объясню. Вы знаете, какое количество мужчин... почему так происходит? Такие мужчины, как правило,
встречаются с женщинами, начинают с ними жить и пытаются их прогнуть под себя. Чтобы она стала для него обслуживающим персоналом, чтобы она его обстирывала, обглаживала, обготавливала, чтобы она заглядывала ему в рот, чтобы все было так, как он хочет. Вот у него мама готовила каждый день по 3-4 раза. Первое, второе, третье и компот. И у меня так должно быть. Потому что у него не хватает мозгов догадаться, что каждая семья это индивидуальность. И что вы не должны быть похожи на его маму. Ему насрать. А тем более, если вы говорите, он уже перешел там на форму общения мат-перемат. О чем вы вообще рассуждаете? Скажите мне. Это говорит о том, что с мужиками находиться в сожительстве вообще нельзя. Нельзя. Мужчина-сожитель – это такой персонаж непредсказуемый. Непредсказуемый. Поэтому отношения должны строиться со зрелым мужчиной. Мужчина считает, что женщина должна молчать, не иметь свое мнение. Его должны встречать в чистоте и уюте. А то, что ей надо, его не волнует. Как быть и что делать? Никак не быть. Никак не быть, это его мнение. Он так хочет жить. Он так хочет жить. Вот пускай он себе ищет женщину, которая готова на это. Вы поймите, что самое страшное, когда ты не можешь дебилу объяснить, что он дебил. Он этого не поймет. Он не хочет этого понимать. Это абсолютно выпадает за рамки его нейронной сети. Эта информация касается его ушка. И то не внутренней части, а поверхности. Поэтому, для чего вот вам это надо, скажите? Женщина не имеет права. Так пускай себе корову купит. Покупает корову, заходит к ней в стойло и разговаривает с ней. Она будет всегда с ним соглашаться. Иногда будет мычать. Только иногда. Причем, где у меня такое ощущение, знаете, что вот вы где-то находите этих персонажей, они вот прям как-то вот с облачков спускаются на территорию, где вы живете. Как вы умудряетесь с ними вляпаться в отношения еще? Для чего? То есть, что вы там обнаруживаете в этих отношениях? Я считаю, что до брака лучше просто пожить вместе, хоть как-то узнать друг друга, хотя бы малую часть. А через несколько лет уже вступить в брак. Я права или нет? Нет, не правы. Вот скажите, пожалуйста, вы будете сколько раз жить вместе? С одним пожили, ой, ты знаешь, мы не подходим друг к другу. С другим прожили, ой, ты знаешь, мы друг другу не подходим. Нахер вы потом кому нужны будете? Вас там переимело уже, хер знает сколько мужиков. У меня был опыт 10 сожительств. Скажет вам мужчина. Вы что, пробник от духов, коньки в парке Горького кататься на вас. Все, что люди могут обсудить, на что могут обратить внимание в сожительстве, это все можно обсудить и проверить вне сожительства. Если вы не две обезьяны в клетке. Медведь, сука, на велосипеде ездит в цирке, жонглировать умеет на ходу. Вы представляете себе? Медведь! Медведь, меня сейчас на велосипед посади на одно колесо. Крутить его, ехать, понимаете? И жонглировать. Да я упаду через полсекунды, на этом колесе, без жонглирования. А тут медведь. Вообще создание, не созданное к езде на велосипеде и к жонглированию. А тут 2 человека. В школе учились. Там, ладно, хер с ним, даже если там высшего образования нет. Но дорогу на зеленый свет светофора переходят. Телефоном пользоваться умеют.
попу не пальцем вытирает, а бумажкой. И они переживают, что они там не договорятся. Если эти люди психически здоровы, можно всегда договориться, если есть зрелость. Гриша, я бы хотела, чтобы твои носки не стояли, подпирая мою китайскую розу, а лежали чистыми в, значит, шкафчике. Или, Галя, ты бы не могла батон есть в порезанном виде, а не грызть его высохший на кровати. Уж больно впиваются засохшие крошки в зад. Ну, всегда можно договориться, где что должно лежать, стоять, быт, ответственность. Это все можно обсудить вне сожительства. Так. Какие вопросы сразу надо задавать парню перед вступлением в отношения? Да ну не надо никаких вопросов задавать. Общайтесь, просто узнавайте его поближе. Чем занимается, чем увлекается, какие цели у парня. И многое зависит от одна из самых главных проблем. Задайте себе вопрос перед началом отношений. Для чего они мне нужны? Что я хочу в конечном итоге получить от этих отношений? Если ваш ответ: я хочу выйти замуж, я хочу стать его женой, я хочу то, я хочу это, у него уточните постепенно, как бы он планирует этого или нет, или не планирует. Кто для вас сожители? Как это кто? Когда мужчина и женщина, не зарегистрировав отношения, живут вместе. Это сожители. Сожители. Никакие не гражданские муж и жена. Это мой гражданский муж. Она рассказывает, всем ходит. Он думает, господи, у него давление поднимается от этой фразы. Мой муж гражданский. Он просто сожитель, который живет в комфорте. Надо еще найти такую дуру, которая согласится стирать, убирать, минет делать, котлеты жарить, омлеты, вставать рано утром, встречать с работы, прислушиваться, заглядывать в рот, с пониманием относиться ко всем его проблемам, деньги давать еще иногда, если вдруг у него закон. Все пополам, за хату платить поровну. А ты в этом месяце сколько вложила? А я, а ты, а мы, а вы. Понимаете? Это называется зрелые отношения. Я не спорю. Есть ситуации, когда люди по каким-либо причинам хотят, но не могут зарегистрировать это. Сожительство есть. Да вы не цепляйтесь к словам, мило. Сожительство есть и в браке. И в браке бывает, люди живут как чужие. Почему вы все время ориентируетесь на какое-то дерьмо? Ориентируйтесь на что-то хорошее. Я хочу уйти от мужа, но боюсь в другом городе с 2 детьми. Не потяну, живу и терплю. Весь негатив. Мужчина общался со мной 4 месяца, без секса. Для меня это ненормально, поэтому я ушла от этого общения. Ваше мнение, почему он так себя вел? Да, все что угодно может быть. Может, у парня был какой-то опыт болезненный, насильственных отношений сексуальных. Может такое быть? Может. Может быть, чрезмерно скромный. Может, у него какие-то вообще религиозные, аспекты его останавливали. Все что угодно может быть. Стесняется. Может, у него вообще члена не было. И такое может быть. И такое может быть импотент. В таких ситуациях, вот видите, в чем разница. Вы убежали из отношений. А почему вы не открыли рот и не поговорили?
Почему вы не задали такой вопрос ему? Мы с тобой 4 месяца встречаемся. Ты даже ни разу ко мне там не поприставал. И сразу анекдот вспоминается. Пошлый немножко, но что ж поделать, все мы взрослые люди. Парень с девушкой встречаются 4 месяца. А он все не пристает к ней, не пристает. Она уже разволновалась, думает, что происходит вообще. Ну, я думаю, приглашу его погулять по лесу. Звонит ему, говорит, Васенька, Васенька, а пойдем сегодня в лес погуляем? Вася говорит, пойдем, конечно, я люблю природу, любимая, пойдем. Идут по лесу, она ему намекает, Вася, смотри, какая красивая зеленая поляна. Она напоминает мне королевскую двуспальную кровать. А на этой поляне какие кустики, Вася. Вася смотрит на эти кустики, да, какой дивной красоты кусты. А ты видишь, на них уже появляются ягоды. Значит, скоро мы сможем с тобой сюда вернуться и поесть их. Она думает, да что ж такое. Идут дальше. Говорит, Васенька, Васенька, смотри. Смотри, какие красивые кустики. А за этими кустиками полянка. Если туда зайти, никто не увидит. Ты хочешь поиграть в прятки? А давай сделаем так. Ты отвернешься, посчитаешь до 8, и я спрячусь. Если ты меня найдешь, тогда ты вода. Вот идиот. Вот так они ходили полдня. Она уже уставшая, ноги натерла. Думают, ну как бы ему намекнуть вот на что-нибудь интимное. Не выдерживает, ложится на траву. Раздвигает ноги и говорит, Вася, родной, ну ты можешь меня порадовать. И язычком, да хоть руками, блядь. Ну как-нибудь уже, Васенька. Он говорит, могу. Вот можно было хотя бы так ему показать. А? Или нельзя? Ну что такое? 4 месяца ходили там. Хотя бы на травку легли. И попросили его. А вообще, если без анекдотов, то языком. Языком. Да. Смешно вам. Ну, посмейте, сегодня суббота, надо же настроение поднимать. Да. Как сохранить отношения? Сначала было все идеально. Сейчас что не скажу, что не сделаю, все его раздражает. И говорит, угу. Нормально, если нравится друг бывшего парня, с которым долго не вместе. Ну, а как вам может... Ну, как? Ну, если он вам нравится, что теперь, себя нужно обмануть? Выбросьте все это из головы. Друг, бывший друг парня. Здравствуйте. Муж искал боди-массаж и проституток в интернете несколько раз в разные месяцы. Спалила в браузере. Говорит просто так, никуда не ходил. Я не верю, врет. Может ли идти к делу? Ну, смотрите, я не буду оправдывать вашего мужа. Но, есть категория мужчин, ко мне часто приходили такие мужчины в терапию, которые, вот я сейчас объясню. Есть люди симпатоадреналовые, у которых присутствует определенная зависимость от стрессовых состояний. Когда мужчина начинает залезать на такие сайты, он погружается в состояние, как бы вы ни крутили, но стресса. Первое. Это его внутренне заводит и будоражит. Раз.
Это создает определенную тревожность и интригу, потому что это в любом случае, ну, если мы берем социально-семейные отношения, нарушение договоренности и предательство, да, так называемое в семье. У многих мужчин есть зависимость лазить по подобным сайтам, рассматривать этих девушек, фантазировать, потом заниматься самоудовлетворением. То есть давайте будем надеяться на то, что у вашего мужчины такая история. Что вот он посмотрел, поглядел глазком одним и не пошел никуда. Вот. В любом случае, семья – это доверие. И я понимаю, что вам тут сложно сейчас подойти к восприятию ситуации со стороны спокойствия. Но когда вот будет подтвержден факт, тогда и понервничайте. Тогда и понервничайте. Сейчас повода нет никакого. А мне нужно найти импотента, как секс уже не интересен. А мужчину ожиданный факт скрывает. Ну так, значит, и говорите, пишите. И хочу познакомиться с импотентом. Никто не интересуется из мужчин. Это норма. Но надо понять, почему не интересуются. Нормально ли, что при клинической депрессии плохая память и невозможность концентрироваться ни на чем? Ну, естественно, вы как хотели. Вы как хотели. Доброе утро, Марк. А если мужчина, правда, очень любит, страдает, но ничего вообще не делает? Ай. Вот таких мужчин много. Страдают, ничего не делают, Господи. Меня ранили в душу. А вот в член его не ранили? Вот спросите у него. У него же встает, все в порядке, правда? И таких мужчин много. Когда они знакомятся с женщинами, они рассказывают эти идиотские истории вам. Мне в прошлых отношениях сделали очень больно. Кого не послушай, кого не послушай. Не мужики, блядь, а какие-то хер поймешь, блин. И всех изнасиловали, всем душу вывернули, всех обидели. Мне сделали так больно. Я теперь... Но эрекция, блядь, на ура. Отрабатывает по полной. В член ему не больно, в душу больно. Мужчина, которому больно от прошлых отношений, ему больно везде. Больно везде. И здесь, и там тоже. И он ничего не хочет. Ни секса, ни отношений. Вообще ему ничего не надо. Он занимается собой, восстанавливается. А потом идет в контакт с женщинами. А вот эти манипуляторы хитрожопые, душа раненая, а член здоровый. Ну, доведитесь дальше на это. Еще как ему помочь в этом? Как мне тебя поддержать? Меня не поддерживай, поддержи другое место. Пожалуйста, хотите? В чем проблема? В чем проблема? Да. Это правда. Правда. Ну, давайте еще пару вопросов и будем заканчивать. Суббота поеду, съезжу на рынок. Приедут друзья в гости. Что-нибудь буду готовить вкусненькое.
Мой муж ненавидит моих родителей. Постоянно ругаемся на эту тему. Я посередине разрываюсь. Очень люблю своих родителей и мужа. Нужно понять вообще причины. Причины такой ненависти. Из-за чего? Просто так ненависть не может возникнуть. Может быть, родители когда-то были против мужа. Может быть, какой-то конфликт неразрешенный. А если мужчина в отношениях ищет себе другую, общается втихаря, как реагировать? Как чувствуете, так и реагируете. Сколько можно, блядь, а? Сколько можно уже быть тряпками такими? Вы вообще слышите, что вы пишете, читаете? А если мужчина общается с другой втихаря, как реагировать? Как реагировать? Прислушаться к своей аутентичности, к своим ценностям, к своей женственности, сексуальности, к достоинству своему, если оно у вас еще осталось. Это принципиально важно понять. Женщина со здоровой самооценкой, витальная женщина, аутентичная, самоидентифицированная, самоактуализированная, как угодно можно сказать. Она никогда не будет находиться там, где ей плохо. Если вы застряли больше, чем на 15 секунд там, где вас унижают и уничтожают, у вас нет самооценки. У вас все не в порядке. Вам нужно срочно останавливаться. Причем тут ваш парень? Ваш парень или мужчина, он понял и осознал, что рядом с такой, как вы, можно быть раздолбаем. Каким угодно. Общаться с другими почему? Потому что вот она, моя женщина, там, девушка, никакушка. Куда она денется? Куда она денется? Лохушка эта. Пусть сидит, знает, вот она же спрашивает у этого бородатого, а как реагировать? А вы что, ничего не чувствуете в этот момент? Вас даже не вспучило нигде. Сидят, бурхтят, рассуждают. Оставьте их в покое, этих мужиков. И мужчины, оставьте в покое этих женщин, которые вам трепят нервы. Собой займитесь. Каждый эфир, который проводится, вопросы. Редко кто задаст вопрос о том, чтобы поработать над собой. Понимаете, чаще всего кто-то хочет изменить другого. Вы же чего хотите? Чтобы он перестал общаться с другой. А он не хочет. Он не хочет. Вы хотите, чтобы ваши мужики бросили пить, изменять вам, а они не хотят. Кто вы такие, что вы должны запрещать им? Запретите себе быть с таким человеком. Это сложно. Проще потратить свое время и убедить его, что он обязан меня любить. Он не хочет тебя любить. Он не хочет любить тебя, он не хочет ценить тебя, он не хочет ухаживать за тобой, он ничего не хочет для тебя делать. Он тебя не воспринимает как женщину, как личность. Что ты с ним делаешь? Что ты с ним делаешь? Я буду ждать, пока он исправится и станет ради меня хорошим. А ради кого он должен хорошим стать? Ради той, кто себя терпеть не может? Ну что, он дурак, что ли? Зачем ему это надо? Зачем? Поэтому научитесь себя ценить. Идите в любовь к себе. Не знаете, с чего начинается любовь к себе? Идите ко мне на мою бесплатную программу. В понедельник стартуем. Ссылка в шапке профиля у меня. Нет, сидят и ждут, и ждут, и ждут. Он меня унижает, он меня обзывает, он спит с другой, у него любовница. У него то, у него пятое. А у тебя что? У тебя что? У тебя что, мозгов своих нет? Что ты сидишь из-за какого-то дурака свою жизнь гробишь? Для чего? Для чего? Это касается и мужчин тоже. Если у вас такой персонаж, женщина, и вы все никак не можете с ней договориться, вы никогда не убедите ее в том, что вас нужно уважать и ценить. При этом, если вы ведете себя абсолютно достойно и адекватно в отношениях, а у нее что-то не в порядке там с ее психикой, но сохраняйте свое сердце. Инсульты сейчас у мужиков, знаете, как распространены? Приступы сердечные.
Парень младше меня заблокировал меня и ушел. Ну и что? И пусть идет. И пусть идет. А почему женщины так и девушки реагируют на все происходящее? Потому что плохо наедине с собой. Потому что наедине с собой не жизнь, а дерьмо. Скукотища, пустота, одиночество, эхо, там где-то. И пытаются найти человека, рядом с которым они спасут себя от одиночества. Это не работает. Такие люди обычно попадают к невротикам. Спасибо большое. Марк, плов не пересолите сегодня. А может, я плов и не буду делать. Нет, поясни коротко. Вадим, да какое поведение мужчины в отношениях? Зрелость, понимание мужской и женской психологии хотя бы плюс-минус. Умение разговаривать друг с другом и договариваться. И постоянное развитие мужчины. Мужчина должен идти вперед, двигаться. И понять и осознать простую вещь. Женщина это не тот человек, рядом с которым ты должен самоутверждаться. И становиться на фоне вот этой хрупкой, ну я даже не беру, она может быть крупной внешне, хрупкой по своему содержанию внутренним личностью, не надо. Это в двух словах не объяснишь, Вадим. Не объяснишь. Ну, я думаю, что я в ближайшее время даже лекцию такую сделаю для мужчин. Открытую, бесплатную, где будут только мужчины. И мы об этом поговорим. Потому что у мужчин многих проблемы с чувственностью, с проявлением чувств и эмоций. Не потому, что они плохие. Потому что педагогика родительская немножко надломила структуру личности. Нарушения в этапах психосексуального развития. Сплошь и рядом. Попытки самоутвердиться в отношениях, привести в порядок самооценку за счет женщины. Страхи, неуверенность в себе, невротическая предрасположенность, ролевые установки, убеждения. Это все формирует человека. И если мы будем, например, просто говорить о каких-то фундаментальных вещах, опять же таки, одной части мужчин они подойдут, а другой нет. Потому что та другая часть, она еще не готова даже к этому. И поэтому нужно обязательным образом все, что происходит в отношениях мужчины и женщины, со стороны мужчин, приводить в состояние зрелости. В состояние зрелости. Только зрелый человек может быть счастливым. Вот так. Всем желаю хорошей вам субботы. В понедельник встречаемся на курсе «Я такая одна, удобная или уникальная». Присоединяйтесь, кто еще не с нами. Постараюсь завтра выйти в эфир. Поэтому до встречи. Ну и сегодня буду у себя в сторис выкладывать немножко такого лайфстайла из жизни, что мы там готовим, общение, разговорчики и так далее, так далее. Всем пока-пока, всех обнимаю.